Решил записать небольшой ролик о том, как заливается стяжка механизированным способом. От стяжки ручного нанесения практически ничем не отличается. Вам также понадобится песок, вода и цемент. Ну и конечно незаменимые в этом деле умелые руки. Ибо если руки растут не оттуда, откуда нужны, можно запортить и такую стяжку. Но данная история не про это. В комментариях многие пишут, что стяжка механизированным способом хуже пропускает тепло, нежели обычная стяжка. Да, здесь я с вами соглашусь, теплопроводность у обычной стяжки будет выше. Но те доли единиц, которые есть в разнице, 100% перекроют тем, что качество стяжки будет идеально или близко к этому. Ни в коем случае не рекламирую я эту стяжку. Как хотите, вы можете делать как ручным, так и механизированным способом. Выполнив эту стяжку на разных объектах, пришел к одному, что лучше, чем механизированная, я еще пока ничего не встречал. Так как любая ручная работа, то бишь стяжка, залитая вручную, не может дать вам однородности смеси, это первое. А второе, идеальность качества выполнения всегда оставляет желать лучшего. Не встречал еще ни на одном объекте, чтобы качество было на высоте. После нанесения стяжки ручным способом всегда приходилось либо выполнять наливной пол под ламинат, либо выравнивать это клеевым составом, если мы говорим об укладке кафельной плиты. У стяжки ручного нанесения есть один большой плюс. Это соотношение цемента и песка. Обычно мастера делают 1 к 3 или 1 к 4. При механизированном нанесении это 1 к 5, 1 к 8. Кто на что гораст. Единственное, на что придется еще потратить немалую сумму денег, это поднятие материала при ручном способе нанесения, если мы говорим о высокой этажности нашего объекта. Так как при механическом способе нанесения поднимать материал не надо. Его можно будет просто подать с помощью шланга. В общем, сам того не желая, сделал неплохую рекламу для стяжки механизированным способом. Номер карточки для донатов оставлю в описании. Шутка. Также хочу подчеркнуть несколько плюсов данного способа нанесения стяжки. Это полное исключение маяков. Соответственно, вы экономите свои деньги. А как известно, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Итак, вернемся к рассказу, как заливают эту стяжку. На строительную площадку или объект приезжает пневмонагнетатель с ребятами, которые будут в последующем вам ее и делать. Пневмонагнетатель – это тот самый насос, который подаст готовый раствор вам на строительную площадку. Установив станцию, ребята начинают разматывать шланг нужной длины. Если я не ошибаюсь, шланги идут длиной 20 метров и стыкуются между собой. Если что-то я сказал не так, можете поправить меня, написав в комментарии правильный ответ. Обычно перед заливкой стяжки приезжает мастер, который определяет толщину слоя, для того, чтобы понять, сколько нужно будет привезти песка и цемента на данный объект. После того, как станция запущена, ребята начинают накидывать первый слой при учете того, что у вас есть трубы отопления или смонтированы трубы теплого пола, для того, чтобы не порвать их случайно, так как сила у шланга очень большая, и он с легкостью может выдернуть их с креплений. Возможно, вы даже замечали, что многие бригады закидывают этот шланг мешками с песком, чтобы не дергался по полу. Закидав первый слой, ребята начинают накидывать вдоль стен, делая своего рода маяки, чтобы потом было удобно тянуть правилом. При замешивании раствора ребята используют обычную техническую воду, цемент и речной песок, желательно крупнозернистый, для повышения и улучшения прочностных характеристик. Также в воду добавляют фибру. Фибра – это мелкие волокна, для тех, кто не знал. Повышает прочность стяжки, похожей на мелкие волокна. После того, как смесь закинули на объект и разровняли правилом, ее начинают перетирать, делая уже товарный вид и, так сказать, подводя последние штрихи. По прошествии одного дня на объект можно зайти, но полный набор прочности будет произведен через 28 календарных дней. Ну а после того, как она просохнет, можно приступать уже к отделочным работам. Для вас у меня все. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами.